И это видео не о кардигане за 5000 евро. Хотя вы его сейчас, конечно же, увидите. Это милая пончо из льна и шелка с такими замечательными пайеточками от Брунелло Кучинелли. И обязательно я оставлю под видео ссылочку, где вы можете купить или посмотреть подробнее об этом изделии. Но схемы здесь не будет, поэтому если вы пришли за схемой, то закрывайте видео, оно не для вас. Это видео волшебный пендель по вязанию, для тех, кто боится почему-то вязать или считает, что свои силы недостойны его. Если вас не вдохновит свитер за 5000 евро и более, ну, я не знаю, что тогда для вас сделать. А поговорим мы сейчас на самом деле не об этих пайеточках, а поговорим мы о трех знаменитых брендах. Brunello Cucinelli, Zero и Lori Siegel. Все эти три бренда меня просто я восхищаюсь ими. Они объединены в одной концепции натуральных тканей высшего уровня. То есть они не работают с синтетическими материалами. И у каждого есть своя изюминка. У Брунелло Кучинелли есть такой итальянский шик, у Zero есть такой нью-йоркский минимализм, а у Лоры Сигал есть такая легкая этника. И давайте по порядку. Давайте начнем с Брунелло Кучинелли. Заходим на его сайт, выбираем прайс от самого высокого. Естественно, выбираем вязание, которое нас интересует, потому что бренд достаточно широкий сейчас и выпускает разную продукцию, уже даже декор для дома и не только одежду для мужчин и женщин. И в данном случае мы видим не только прекрасные топы, пончо, джемпера, свитера, футболки, кофты, кардиганы и так далее. Главное, что мы видим классические модели, которые будут держаться долго в топе и долго не будут выходить из моды. И это базовый гардероб. Конечно, кто вяжет на машинке, девочки, то вы можете за основу брать вот такие тоненькие работы, тоненькие там те же футболочки, которые у них, или тоненькие джемперочки. Но я вяжу руками, к примеру, и мне больше, конечно, нравится крупная вязка, которую легче и быстрее связать. Допустим, белый кардиган или вот этот черный свитер в косы, или в полосочку вот этот меланжевый с пайеточками. То есть это там, где спицы начинаются хотя бы от троечки и немножко выше, потому что хочется иногда побыстрее увидеть результаты своей работы. Это в данном случае коллекция весна-лето 2021 года. Здесь есть и легкие такие льняные, шелковые свитерочки, такие в дырочку, как сеточка. Есть и тонкие кашемировые джемперочки. Есть катоновые плотные кофточки. Есть комбинация кашемира с шелком. Выберите то, что вам просто больше понравится, и сымитируйте. Я вам покажу две модели, от которых я в восторге. Вот, к примеру, от этого белого кардигана или от этой белой кофты с капюшоном на молнии. Мало того, что ну, она достаточно молодежная, она как хорошо, как и с кроссовками, мокасинами, и шлепанцами, так она, собственно говоря, подойдет и в ну, такой весенне-осенний сезон, в общем-то, если под низ одеть тонкий кашемировый гольф. Обычная платочная вязка, обратите внимание, стоимость его 1700 евро. Ну, девочки, он связан, давайте посмотрим из чего. Это стопроцентный катончик. Ну, я думаю, что можно подобрать катончик под этот джемпер. Вам нужна будет, наверное, ну, от троечки до шестерочки, в зависимости, какую ниточку вы купите. Давайте теперь к следующему перейдем. Джемперочек вот этот в полосочку, тоже цена 1480 евро. Он просто прелестен. Я уже о нем мечтаю, я уже вот собираюсь уходить, покупать ниточки и пайеточки. В общем, гляньте, какая милая комбинация меланжевой нити с пайеточками, да, вот разных оттенков, такого серенького стального цвета с кофе. Или вот этот вот в полосочку за 1890 евро. Черная нить ну, она даже не с белой, а такой светло-серой нитью, тоже микс между платочной и чулочной вязкой. Ну, в принципе, это вязка для начинающих.
Кое-где добавлены тоже пайеточки, но кто их не любит, можно не добавлять. И насколько универсально она смотрится. Да, в данном случае кофта показана на весну с сапогами, но можно, в общем-то, одевать и на летний сарафан, я думаю, с летними с сандалями или вообще с чем-то таким, ну, там, с мокасинами. Давайте глянем состав. Здесь тоже стопроцентный катон. Ну, здесь, допустим, вязка чуть-чуть поплотнее, наверное, здесь на троечке вязали, чем предыдущий свитер. Вот, но хорошо, перейдем к следующему бренду, Zero. Я хочу вам показать кардиган, который вязан очень крупной, на очень крупных спицах. Это 60% кашемира и 40% шелка. Такая, знаете, классная бабушкина кофта. Связана она обычной английской резинкой. Можно заменить на полупатент. Ну, английская резинка это самый объем дает такой. И если вязать его там на спицах где-то шестерочка, пятерочка, шестерочка и даже семерочка, то очень быстро можно связать. Думаю, за 2-3 вечера можно связать такую кофту. Цена 5380. Давайте посмотрим в этом бренде Zero еще вот этот кашемировую кофточку. Такой свитерочек. Да, давайте проверим деталь. Да, точно, это стопроцентный кашемир. Тоже он связан на крупных спицах, обычная лицевая гладь. Надо уметь вязать резинку, лицевую гладь и уметь аккуратно сшивать его. Тут главный фикус-пикус заключается в нити. Найти именно кашемировую нить, вот такую мягкую, толстую, пушистую, которая бы соответствовала максимально, ну, оригиналу Zero. Тогда у вас получится сымитировать этот свитер максимально близко. Ну и уже вам решать, там, нашивать эти козяблики, там, украшать его как-то сверху или не украшать. Но, по-моему, шикарный лук вот с этими белыми штанами. Следующий бренд это Laura Сигел. Я вообще в восторге от ее этнических мотивов. Посмотрите, какие различные вязки есть у нее. В данном случае хочу остановиться тоже на кардигане, на одном, который связан обычной э, платочной или чулочной вязкой. По составу это стопроцентная альпака. Цена этого бренда уже ниже, чем у предыдущих, поэтому кто хочет все-таки просто купить и не хочет вязать, то, пожалуйста, все эти сайты работают со всем миром, и можно, в принципе, любую вещь купить, там, начиная от масочки, заканчивая свитерочком, и вам пришлют. Но я хотела показать все-таки вязаные модели, насколько они интересны здесь, эти кардиганы, их можно брать за основу как бы эту конструкцию. Давайте посмотрим на вот этот серый за $575, и он связан обычной английской резинкой, как я и показывала предыдущий, тоже связан английской резинкой. Здесь стопроцентная бэби альпака, то есть значит, что это очень мягенькая ниточка, ну как бы тоненькая. Посмотрите, какое замечательное видео для вдохновения от дизайнера Лора Сиган.
Напоследок хочется дать вам практический совет, как искать модели, ну или точнее где. Рекомендую сайт netaporte.com. Это ну, сайт-магазин, но если на него зайти и поставить, к примеру, вот прайс от самого высокого к низкому и выбрать именно трикотажные изделия, то вам сразу выдаст вязаные изделия по многим дизайнерам. Таким образом, вы увидите не только какой максимальный прайс за вязаный свитерочек, а вы посмотрите сезонную коллекцию с разных дизайнеров, да, то есть что разные дома мод предлагают. Таким образом, проведете анализ, сможете выбрать как бы модель, которая вам больше всего нравится, да, и сделать уже или копию, или просто вдохновиться для дальнейшего вязания. Если же вы, к примеру, уже знаете там конкретный бренд, вы вообще можете ну, написать дизайнера, выбрать, к примеру, вот выбрать Брунелло Кучинелли и смотреть только его модели.